Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать ко мне на канал. Предлагаю вам в очередной раз заглянуть в мой волшебный мир творчества. В данном видео я покажу вам, как смастерить фантазийного павлина для различных композиций и букетов. Также в видео я покажу, как сделать зимнюю композицию с применением такой птички. Далее оклеиваем работу бумажными полотенцами. Так как работа светлая, используем столярный клей ПВА, разбавленный наполовину водой. Обычный клей в светлых работах я не использую, так как он со временем дает желтизну. Для клюва можно использовать обычную вату или ватные диски. Отрываю небольшие полосочки, пропитываю смесью столярного клея ПВА с водой. Сам клюв формирую из двух частей и оставляю полностью высохнуть. Не обязательно клювик делать именно из двух частей, можно сделать одну часть, тогда клюв будет просто в закрытом виде. Также не обязательно клюв делать именно из ваты, его можно было сформировать на начальном этапе, когда делалась сама заготовка из бумажного скотча. После высыхания основу можно дополнительно выровнять. Для этого можно использовать шпатлевку, нанести ее тонким слоем, а затем после высыхания зачистить наждачной бумагой. Также можно покрыть основу слоем ваты в технике ватное папье-маше.
Высохшую заготовку я окрасила в розовый цвет. Далее покрываю основу акриловым лаком и посыпаю белым галогенным глиттером. После высыхания лака для закрепления глиттера работу можно сбрызнуть лаком для волос с сильной фиксацией. Также глиттер сверху допустимо покрыть акриловым лаком, если он не заглушает мерцание глиттера. Попробуйте нанести небольшое количество лака где-то в незаметном месте. Если глиттер сохранил свой блеск, то работу смело можно покрыть лаком полностью. Хохолок я сделала из ювелирного шнура и бусин. Также можно применить бисерную проволоку. Получился вот такой интересный сказочный павлин. Далее я покажу вам, как мастерила зимнюю композицию с использованием этой птички. Для основы подобной композиции подойдет высокий устойчивый бокал, но у меня такого дома не оказалось, и поэтому я применила бросовые подручные материалы. Использую крышку от средства для стирки, часть бумажной бобины от фольги, гофрокартон, а также пустую пластиковую бутылку от геля. Собираю конструкцию и оклеиваю работу бумажными полотенцами, использую столярный клей ПВА, разбавленный наполовину водой.
Я решила декорировать работу объемными элементами из самозатвердевающей массы. Все элементы приклеиваю на столярный клей ПВА. При помощи спонжа наносим сначала белую акриловую краску, а затем после ее высыхания наносим белый перламутр. После высыхания красок покрываем работу акриловым лаком. Для композиции я буду использовать еловую ленту, из которой скрутила небольшие трехпалые веточки, а также небольшие елочные шарики и яблочки из фикс прайса, которые подобрала в тон работы. Также можно применять картонные звездочки, сделанные своими руками. Они делаются очень просто. Ссылочку на мастер-класс, в котором я показывала, как сделать такие звездочки, вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Еловые ветки можно сделать более зимними, покрыв их искусственным снегом из баллона. Я решила использовать белую акриловую краску. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Такую подставку можно использовать не только для новогодних композиций, но и для любых других. Дорогие мои подписчики, хочу искренне от всего сердца поздравить всех вас с Новым годом. Пусть он принесет в вашей жизни огромный океан счастья, уверенность в завтрашнем дне. Пусть Новый год приносит в вашу жизнь и в жизни ваших близких достаток, тепло семейного очага, любовь, здоровье, приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки. Желаю в предстоящем году всем вам новых успехов и достижений, новых идей и желаний, возможностей и исполнений.
бескрайний океан благополучия и бесконечных просторов вдохновения. Хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности за то, что вы остаетесь со мной. Спасибо за вашу поддержку, за теплые комментарии, за приятные слова и пожелания. Я всех вас очень-очень люблю, ценю, обнимаю и крепко-крепко целую. Будьте здоровы и счастливы. Желаю, чтобы этот Новый год стал для каждого из вас по-доброму особенным. С Новым годом всех вас и до новых встреч в новом году!